Все мы прекрасно знаем, что королевой шутеров на системе Sega Mega Drive была игра Zero Tolerance. И я хорошо помню, как после ее прохождения у меня появилось желание познакомиться с другими шутерами на приставке Sega. И вот как-то в одной из книг с паролями и секретами я наткнулся на игру Corporation, рядом с которой гордо красовался черно-белый скриншот. Рассмотрев его повнимательнее, я помню, как подумал: ничего себе, это же 3D-шутер как Zero Tolerance, только экран больше. Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и сегодня мы поговорим о недооцененном киберпанке нашего детства. Погнали! Игра Corporation, или как ее окрестили на западном рынке Киберкоп, стала первым сольным проектом геймдизайнера Кевина Булмера. В 1987 году ему очень нравилось играть в псевдо-трехмерное приключение Dungeon Master. Это такая RPG-игра, где нужно ходить по заранее нарисованному 3D-коридору подземелья, собирать предметы, решать загадки и сражаться с врагами. В то время это было очень новаторско и необычно, что, конечно же, оценили критики и игроки. И вот однажды, плутая по подземельям Dungeon Master, Кевину Булмеру пришла идея сделать игру с таким же видом от первого лица, но только с полноценным 3D-перемещением. Бои должны были проходить в реальном времени, и как следствие враги должны тоже получить полную свободу перемещения. С этой идеей он пришел в компанию Core Design и получил добро на разработку. В помощь ему выделили программиста Билла Аллена и композитора Бена Даглиша. На первых этапах Corporation должна была называться Derelict, и игрок должен был исследовать заброшенный космический корабль, захваченный пришельцами. Но Кевин отмел идею, посчитав ее далекой от народа. Потом была идея дома с привидениями. Но в итоге Кевин Булмер решил перенести действие в темное будущее с мегакорпорациями, киберимплантами, роботами и высокими технологиями. Вероятно, здесь он вдохновлялся киберпанк-романом «Нейромант» Уильяма Гибсона. И вот в 1990 году игра Corporation для компьютеров Amiga была готова и поступила в продажу. Да, первым 3D-шутером она не стала, но некоторые ее особенности стали по-настоящему революционными. Это первая игра с динамическим освещением, первые враги-люди в шутерах, первый прыжок в шутере, продвинутые спрайты врагов и первое изображение кулака в качестве оружия. Заметьте, что до появления Wolfenstein 3D было еще целых 2 года. Никто еще не понимал, как должен был выглядеть 3D-шутер. Версия для Amiga стала достаточно успешной. К ней даже выпустили дополнительные уровни под названием Mission Disc. Через год, в 1991 году, Corporation портировали на DOS, сделав более удобное управление. А еще через год, в 1992 году, игра шагнула на поле домашних консолей, получив порт на Sega Mega Drive. И за основу этого обзора я взял именно версию для консоли Sega, так как она больше всего знакома нашим игрокам. Да и сам я впервые прошел Corporation именно на старушке Sega Mega Drive 2. Давайте теперь откроем русскоязычную инструкцию, которая совершенно случайно оказалась у меня в руках, и разберемся с сюжетом. Универсальная кибернетическая корпорация или Unikibircore занимает доминирующие позиции на международном рынке, а продуктом, который обеспечил ей такой взрывной рост, стал революционный робот новейшей серии RX. Их использовали дома, в промышленности и в сельском хозяйстве. Постепенно корпорация начала расширяться, поглощая такие сферы, как СМИ, фармацевтика и освоение космоса. И тут же начали появляться подозрения, что Unikibircore занимается созданием военных роботов. Конечно, корпорация все отрицала, однако в ее недрах в полной секретности велись разработки новой формы жизни, как лучше подходящей для военных целей, нежели роботы. Все это было незаконно.
В результате Unikyber Core удалось создать зеленых симбиотических гуманоидов. К сожалению, одно из этих существ сбежало из завода в Лондоне. Монстру удалось избежать поимки и выжить, поедая прохожих, проходящих мимо завода. Газеты быстро прозвали этого неуловимого потрошителя Фредди, попутно написав о выходе 4-й части классического Робокопа. Естественно, правительство было очень сильно обеспокоено тем фактом, что Unikyber Core занимается незаконными генетическими экспериментами, однако прямое расследование проводить было слишком опасно, поэтому на помощь пришло шпионское агентство Zodiac. Наша миссия, если мы за нее возьмемся, будет проникнуть в здание завода Unikyber Core через крышу, найти там генетическую лабораторию, добыть эмбрион нового генетического продукта и покинуть здание, выйдя на парковку. Такие улики позволят без проблем прижать руководство корпорации и заставить их без лишнего шума прекратить незаконные эксперименты. Оценив на титульном экране физиономию главного монстра, перейдем в опции и выберем пункт Select New Character. Так мы сможем выбрать себе персонажа и закупить только необходимое оборудование. Интересно, что во время выхода игры на компьютерах Amiga можно было заполнить специальную анкету, отправить ее разработчикам и получить по почте дискету с собственным персонажем. Ничего себе, да? Я же обычно выбираю Дону Джексон из-за ее по-настоящему сурового лица. Далее мы попадаем в магазин всевозможных гаджетов. Начнем с оружия. Пистолет лучше брать 4-й или 5-й. 5-й убивает врагов с одного выстрела, что предпочтительнее. Затем нам понадобится одна бомба. Она умеет взрывать стены и требуется на случай, если нас посадят в тюрьму. Но мы используем ее в других целях. Отмычка. Ее покупать не нужно, она лежит в самом начале на 5-м этаже. Компьютер покупаем обязательно, потому что он показывает карту уровня. На случай газовой атаки возьмем респиратор. Бутылка с напитком очень полезна, но мы найдем ее на 5-м этаже здания. Заправка для бутылки тоже в изобилии разбросана по зданию. Аптечка. Возьмем 2, так как в здании ее искать долго. В игре имеются 4 вида брони. Я взял 3-ю, она хорошо защищает от выстрелов. Также можно купить 2-ю броню. Она защищает в ближнем бою. 4-я супер броня защищает от пуль и ударов. Однако, если сядет аккумулятор, мы не сможем двигаться. Проходить игру с такой броней – отдельное испытание. На последние деньги покупаем, что осталось. Начинаем игру мы в лифте 5-го этажа. И перво-наперво давайте разберемся, что мы видим на игровом экране. Фигурка человека слева – это здоровье нашего героя с указанием повреждений на всех частях тела. Окно в центре – это вид от первого лица. Как видите, он действительно больше, чем в Zero Tolerance. Фигура человека справа – это уровень заполненности инвентаря. Если все ячейки красные, то герой начинает медленнее двигаться и не может поднимать новые предметы. А так как игра и без того жутко тормозит, не стоит набивать полные карманы. Графа слева с надписью Energy – это усталость нашего героя. Она постепенно уменьшается, и когда полностью станет черной, вы проиграете. Пополнить ее можно, выпив из бутылки или просто уснув, нажав кнопку ZZZ. Поэтому одним глазом всегда нужно за ней следить. Графа с надписью Power – это заряд аккумулятора. Чаще всего его расходует карта и перезарядка пистолета. Зарядить аккумулятор можно с помощью предмета блок питания или запитавшись от терминала, повышающего уровень доступа. Нижнее окно слева – это предмет, который лежит на полу. Окно справа – это выбранный в инвентаре предмет. Между ними графа ремонта. Ну и кнопки, которые активируются нажатием старт. Сон, пролистать, использовать, подобрать, ремонтировать, пролистать инвентарь, использовать предмет инвентаря, выбросить. Управление на сеговском контроллере следующее. Крестик – это поворот и перемещение героя. Кнопка B – выстрел. Кнопка C – сменить цель автоприцела. Кнопка А плюс крестик – это прыжок или приседание. Ну вот и все. Теперь мы полностью готовы выйти из начального лифта. Сейчас наша основная задача – осматривать этажи здания Unikyber Core в поисках терминалов, чтобы повышать уровень доступа нашей смарт-карты
и таким образом проникать на все большее количество этажей. Естественно, я, как настоящий секретный агент, подготовил перед началом миссии карты всех уровней со всеми призами. Это поможет нам идеально спланировать каждый шаг и выполнить миссию. На начальном 5-м этаже мы отстреливаем камеры видеонаблюдения и первым делом собираем полезные предметы. Блок питания, бутылку, заправку и отмычку. Тут же встречаем первые 3 вида врагов. Пауки, которые обычно не особо опасны, роботы-уборщики, которые атакуют только если к ним подойти, и роботы-охранники. Пока что это самые опасные ребята, потому что они умеют стрелять. Поэтому, завидев такого робота, лучше побыстрее его уничтожить. И вот мы добрались до первого терминала. С ним всегда один ритуал. Вставляем карту, повышаем уровень доступа, перезаряжаем свой пистолет, опять открываем терминал и заряжаем аккумулятор нашего костюма. Теперь можно идти дальше. Заходим в небольшую комнату с колбами, которые хоть и стеклянные, но отражений в них нет. Ого! В этой игре даже нет отражения. Я не буду в нее играть. Там зеркало, и мой персонаж там не отражается. Вы что, меня держите за дурака? Это прошлый век. Спасибо Николаю за комментарий. Здесь мы найдем предмет, похожий на пейджер, и белую рамку. Это голограмма и сканер для ее просмотра. Соединяем их и узнаем, что код для выхода на парковку 9831. Больше сканер и голограммы нам не нужны. Можно их выбросить. Да, в игре еще можно найти 2 голограммы, но особо полезной информации в них нет. Идем во второй лифт. У нас теперь есть доступ к 4-му этажу. На него и спускаемся. Конечно же, не забываем записывать пароль на случай внезапной смерти. Да, в Corporation можно умереть совершенно случайно и не всегда понятно почему. Выйдя из лифта, меня сразу же засекает камера и включается тревога. В мануале написано, что это очень опасно, но по факту к нам может прибежать один враг. И особой проблемы тревога не вызывает. Хотя, конечно, лучше ее избегать. Подбираем аптечку, но если вы решили играть за андроида, то вместо аптечки вам нужно подбирать электронные компоненты. Теперь бежим в удаленную комнату с цветами, чтобы получить доступ 2-го уровня. Возвращаемся обратно, и теперь нам нужно перебежать в другой лифт. Но для начала перезаряжаем пистолет и готовимся пройти через комнату с монстрами. Здесь мы впервые встречаем те самые искусственные формы жизни с титульного экрана. На деле они не слишком опасны, главное не давать им приближаться, потому что у них только ближняя атака. Пробегаем через комнату с зеленомордыми мутантами и знакомимся с датчиком движения. Если пройти мимо него, то срабатывает сигнализация. Его можно перепрыгнуть, но лучше взорвать. Попутно можно взять световую гранату, она пригодится нам на минус 7-м этаже. Заходим в лифт. Спускаемся на 0-й этаж. Терминал находится на парковке, поэтому сейчас нам нужно найти буферную зону для выхода на улицу. Расстреливаем пару детекторов движения, подбираем блок питания и заходим в буферную зону. Здесь нужно ввести пароль, который мы увидели в голограмме 9831. Парковка очень просторная, поэтому быстро пробегаем по ней, подобрав очередной блок питания, и находим небольшой пункт охраны. В нем наш терминал. Здесь нам нужно взломать код запертой двери. Для этого применяем отмычку. Пароли на таких дверях всегда разные, в отличие от буферной зоны. В комнате с терминалом мы встречаем нового врага, мужика-охранника, а на полу детекторы давления. Детекторы нужно перепрыгнуть, иначе сработает сигнализация. Добавлю немного про охранника. Мне всегда казалось, что он не вписывается в игру про будущее с роботами и киберимплантами. Это просто мужик с косичкой и в серой рубахе. Такого можно встретить даже в наши дни. Почитав инструкцию к версии Amiga, я понял, что на самом деле это создатель игры Кевин Булмер. Видимо, он решил сэкономить время на отрисовке персонажа и просто оцифровал свои фотографии. И на самом деле это очень символично, потому что в 2011 году в возрасте 49 лет Кевин умер, а его образ в виде персонажа видеоигры будет жить вечно. Получив доступ 3-го уровня, мы возвращаемся в здание завода Уникиберкор и отправляемся ко 2-му лифту. Позади него можно найти предмет глаз. В мануале он никак не описывается, однако, если его применить, он уничтожит всех врагов на экране, посадив львиную часть аккумулятора. В целом, особой пользы я в нем не вижу. Заходим в лифт и отправляемся на минус 2-й этаж.
Добраться до терминала здесь очень сложно, это самый извилистый этаж. Здесь много сенсоров и врагов, поэтому мы устроим небольшую диверсию в целях экономии времени и нервов. Подходим к стеночке позади терминала, устанавливаем бомбу на 5 секунд, отходим и бум! Немного позвенит сигнализация, но в целом все спокойно. Тут же можно заметить крабообразного монстра, таких тут много. Он представляет из себя голограмму, которая отключается простым расстрелом проектора. Однако в паре мест этот монстр может реально покусать. Такая вот ловушка на усыпление бдительности. Доступ 4 уровня у нас в руках. Подзарядимся и бегом в лифт. А вот и вальяжно прогуливающийся охранник. Видимо, услышал взрыв и решил уточнить, все ли стенки на месте. Спускаемся на минус 7 этаж. Это рассадник зеленомордых монстров. Обязательно запишите пароль на случай проигрыша. Этаж представляет из себя пустое пространство, кишащее мутантами, в центре которого стоит терминал под видеонаблюдением. Обязательно перезаряжаем пистолет и приготовим световую гранату. Бежим в центр, ориентируясь на камеры видеонаблюдения, и быстро закачиваем доступ 5 уровня. Теперь также быстро бежим ко второму лифту, и как видите, световая граната у меня соскользнула из-за подтормаживания игры, поэтому пришлось отстреливаться. Но дальше я ее все-таки бросил и ослепил на некоторое время монстров. И тут же у меня закончились патроны, но чудом я все-таки смог добраться до лифта. Двигаем на минус 6 этаж. Здесь до терминала добраться будет проще. Пробегаем по коридору, отстреливаем голограммы и нескольких роботов-охранников. Кстати, чтобы не держать кнопку вверх, проходя длинные прямые расстояния, можно просто нажать кнопку старт, и персонаж продолжит автоматическое движение сам. Вскрываем дверь, запоминаем пароль, чтобы быстрее выйти обратно, получаем 6 уровень доступа и сваливаем обратно в лифт. Теперь нам открывается доступ сразу к нескольким этажам. В том числе на минус 1 этаже есть электрощитовая, в которой можно отключить свет во всем здании или на отдельных этажах. Без света монстры и люди-охранники нас не заметят, что станет небольшим бонусом. Однако идти до электрощитовой очень долго и опасно. К тому же роботы-охранники все равно будут нас видеть. Поэтому отключать свет я не вижу особого смысла. Получить последний 7 уровень доступа мы можем на 3 этаже. Но и здесь проблема. В комнате с терминалом нас будут поджидать 2 боевых робота. Убить их невозможно. От попадания пули они лишь отключаются на несколько секунд. Это самые лютые враги, и лучше с ними не связываться. Поэтому мы с вами отправимся на минус 4 этаж, где располагается тюрьма. Здесь получить доступ 7 уровня будет очень легко. Спасибо разработчикам за такую лазейку. Теперь нам нужно сменить лифт, пробежав через 5 этаж, и мы отправляемся в биолабораторию на минус 3 этаж. Имея карту на руках, добраться до комнаты с эмбрионами будет очень легко. Здесь главное сбивать детекторы движения и отстреливать зеленых монстров, которых здесь очень много. Главное, не забываем перезаряжать пистолет почаще. Ну а если сядет аккумулятор, то можно использовать блок питания. Взламываем дверь комнаты, перепрыгиваем датчик на полу, отстреливаем монстра и разбиваем колбу с эмбрионом. Их здесь много, но нам будет достаточно взять только одного. Если случайно активируете сигнализацию, то лучше надеть респиратор. Возможно поступление усыпляющего газа. Теперь быстро бежим обратно в лифт и спускаемся на 0 этаж. Остался последний рывок. На этом этаже мы уже были. Нам все так же нужно дойти до буферной зоны и ввести пароль 9831. Далее выходим на парковку, и все, нас благополучно эвакуируют. Принимаем поздравления с успешным выполнением миссии и получаем денежный бонус. Игра Corporation пройдена. Ура! Что можно сказать по итогу? Игра Corporation безусловно очень специфическая. В ней играет всего одна музыка, текстур на стенах нет, они просто белые, как в каком-нибудь типичном советском здании. На приставке Mega Drive она очень сильно тормозит. Но с этой игрой у меня связаны очень хорошие воспоминания. Я проходил ее в 11 классе, и у меня не было под рукой ни инструкций, ни интернета, поэтому банально понять, как перезарядить пистолет, было для меня настоящим праздником. Поэтому я долгое время хотел как-то поделиться опытом прохождения этой игры. Я понимаю, что вряд ли сейчас кто-то будет играть в Corporation, поэтому и решил совместить обзор и инструкцию по прохождению этой игры. Возможно, мои подсказки привлекут внимание к этой архаичной, но все-таки интересной игре, и вы сами захотите ее пройти. Ну а если вас смущает, что игра очень сильно тормозит,
то вы можете запустить версию для DOS. У нее имеется сохранение в реальном времени на кнопку F1. На этом у меня все. Это видео получилось очень большим и сложным, но им я исполнил свою очень давнюю задумку. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Еще увидимся! Боже, закатил глаза Кейс. Ну что за бордель ты здесь развел? Выпить спокойно нельзя.